Оказанное доверие. Оноре де Бальзак из цикла «Озорные рассказы». Прекрасная прачка из Партийон-Ле-Тур, о чьей остроте уже упоминалось в этой книге, была девушкой, наделенной таким хитроумием, будто она украла его по меньшей мере у 6 священников и 3 женщин. Недостатка в ухажерах она не испытывала. Их было так много, что всякий, кто видел ее поклонников, толпившихся вокруг, мог бы сравнить их с пчелами, слетающимися к вечеру к своему улью. Старый красильщик шелка, проживавший на улице Святого Манфюмье и владевший там домом скандальной пышности, возвращаясь из своего имения в Лу-Гренадьер, расположенного на прекрасных берегах Сентября-Сира, проезжал верхом через Партийон, чтобы попасть на мост Тура. Из-за вечернего зноя его охватило страстное желание, едва он увидел хорошенькую прачку, сидевшую на пороге своего дома. А поскольку он уже очень долго мечтал об этой милой девушке, то твердо решил сделать ее своей женой. В скором времени она превратилась из просто не стиравшей девицы в супругу красильщика, знатную горожанку, у которой было в избытке кружев, тонкого белья и мебели. И она была счастлива, несмотря на преклонный возраст мужа, поскольку прекрасно умела им управлять. У доброго красильщика был приятель, изготовитель шелкоткацких станков, малорослый, на всю жизнь оставшийся горбатым и полный лукавства. В день свадьбы он сказал красильщику: «Ты отлично сделал, что женился, мой друг. Теперь у нас будет хорошенькая женушка». И добавил еще 1000 колких шуток, какими обычно осыпают жениха. И в самом деле, этот горбун стал ухлёстывать за женой красильщика. Однако та, не имея по своей природе расположения к дурно сложенным людям, подняла на смех притязания механика и высмеяла все пружины, двигатели и шпули, которыми была забита его мастерская. Тем не менее, великая страсть горбуна не угасала ни от каких отповедей и стала настолько досаждать жене красильщика, что та решила исцелить его с помощью одной практической шутки. Однажды вечером, после очередной бесконечной погони за ее благосклонностью, она велела влюбленному подойти к задней двери, пообещав, что ближе к полуночи откроет ему все. А надо сказать, что дело было зимней ночью. Улица Святого Манфюмии находится совсем рядом с Луарой, и в этом углу зимой непрерывно дуют ветры, острые, как сотни иголок. Добрый горбун, плотно закутавшись в плащ, не преминул прийти и рысцой ходил взад и вперед, чтобы согреться в ожидании назначенного часа. К полуночи он уже полузамерз и суетился, как 32 чертя, пойманных в епископскую столу. Он уже собирался отказаться от своего счастья, как вдруг слабый огонек блеснул сквозь щели окна и спустился к маленькой двери. «Ах, это она!» — сказал он себе. Эта надежда снова придала ему сил. Он подошел вплотную к двери и услышал тихий голос. «Вы здесь?» — спросила его жена красильщика. «Да». «Покашляйте, чтобы я уверилась». Горбун начал кашлять. «Нет, это не вы». Тогда горбун произнес вслух. «Как это, не я? Разве вы не узнаете мой голос? Откройте дверь». «Кто там?» Громко спросил красильщик, распахивая окно. «Вот видите, вы разбудили моего мужа, который сегодня вечером неожиданно вернулся из Амбуаза». Тут красильщик, увидав при свете луны человека у двери, вылил на него целое ведро холодной воды и закричал: «Вор!». Воры, да так громко, что горбун вынужден был пуститься в бегство. Но от страха он не заметил цепь, натянутую в конце улицы, перецепился и упал в сточную канаву, которую городские власти тогда еще не заменили шлюзом для сброса грязи в Луару. В этой купальне механик каждую секунду готовился испустить последний вздох и проклинал прекрасную Ташеретту. Такое прозвище в шутку дали ей жители Тура,
поскольку ее муж носил фамилию Ташера. Карандас, ибо так звали мастера по изготовлению машин для ткачества, прядения и наматывания шелка, не был настолько ослеплен любовью, чтобы поверить в невиновность жены красильщика, и поклялся питать к ней дьявольскую ненависть. Однако несколько дней спустя, оправившись от купания в красильной канаве, он пришел поужинать со своим старым товарищем. И тогда жена красильщика применила все свое красноречие, приправила свои речи таким количеством меда и так умильно засыпала его приятными обещаниями, что он отбросил все свои подозрения. Он попросил о новом свидании, и прекрасная Ташеретта с видом женщины, чьи мысли заняты важным делом, сказала ему: «Приходите завтра вечером. Мой муж пробудет несколько дней в Шинансо. Королева хочет перекрасить кое-какие из своих старых платьев и желает лично согласовать с ним цвета. Это займет некоторое время». Карандас нарядился в свои лучшие одежды, не преминул прийти на свидание, явился в назначенный час и увидел накрытый богатый ужин, минок, вуврейское вино, белоснежные салфетки, ибо жену красильщика не приходилось упрекать за цвет ее белья, и все было устроено настолько ладно, что ему было искренне приятно смотреть на блюдо со свежими угрями, вдыхать дивный аромат кушаний и любоваться тысячу безымянных мелочей в комнате, а также самой Ташереттой, свежей и аппетитной, как яблоко в жаркий день. Механик, до крайности распаленный этими пышными приготовлениями, уже собирался посягнуть на чары красильщицы, как вдруг мастер Ташера громко застучал в уличную дверь. «Ах!» — сказала хозяйка. «Что же произошло? Полезайте в сундук для белья, ведь из-за вас на меня и так возводят много напраслины. Если мой муж найдет вас здесь, он вас погубит, у него такой вспыльчивый нрав». И она тут же затолкнула горбуна в сундук и проворно побежала к своему доброму супругу, о котором точно знала, что он вернется из Шинансо к ужину. Красильщик был горячо зацелован в оба глаза и в оба уха. Он прижал к себе свою благоверную и запечатлел на ее губах два таких звонких поцелуя, что они эхом отдались по всей комнате. Затем супруги сели ужинать, беседовали друг с другом и в конце концов отправились в постель. Механик слышал абсолютно все, хотя был вынужден оставаться согбенным в 3 погибели, не смея ни кашлянуть, ни сделать хоть единое движение. Он лежал среди белья, спрессованный, словно сардина в банке, и воздуха у него было не больше, чем на дне реки. Но для его развлечения звучала музыка любви, вздохи красильщика и колкие шуточки Ташеретты. Наконец, когда ему показалось, что его старый товарищ уснул, он сделал попытку выбраться из сундука. «Кто там?» — спросил красильщик. «Что с тобой, мой милый?» — спросила его жена, высовывая нос из-под одеяла. «Я слышал какой-то шорох», — ответил добряк. «Завтра будет дождь, это кошка», — возразила жена. Добрый муж снова опустил голову на подушку после того, как супруга нежно обняла его. «Ну что ты, дорогой, ты так чутко спишь. Из тебя ни за что не сделать настоящего мужа. Ну-ка, будь умницей. Ай да иной, папочка, твой ночной колпак съехал на бок. Переверни его на другую сторону, ведь ты должен выглядеть красиво даже когда спишь. Ну вот. Все в порядке?» «Да». «Ты спишь?» — спросила она, даря ему поцелуй. «Да». Утром жена красильщика тихонько подошла и выпустила механика, который был белее призрака. «Дайте мне воздуха, дайте мне воздуха». Задыхался он. И он удрал прочь, совершенно исцеленный от своей любви, но с такой ненавистью в душе, какую только мог вместить полный карман черного проса. Упомянутый горбун покинул Тур и отправился жить в город Брюгге, куда его вызвали некие купцы для налаживания станков по изготовлению кольчуг.
За время своего долгого отсутствия Карандас, в чьих жилах текла мавританская кровь, поскольку он происходил от древнего сарацина, оставленного полумертвым после Великой битвы между маврами и французами в коммуне Билан, описанной в предыдущем рассказе, где находится пустоши Шарлеманя, на которых ничего не растет из-за погребенных там проклятых нечестивцев и иноверцев, и где трава вредна даже для коров. Так вот, этот Карандас ни разу не вставал и не ложился на чужбине без мысли о том, как придаст сил своему жаждущему мщению чувству. Он непрестанно грезил об этом и желал не меньше, чем смерти прекрасной прачки из Партийон. Он часто восклицал: «Я буду есть ее плоть. Я приготовлю одну из ее грудей и проглочу ее без соуса». Это была чудовищная ненависть крепкой закваски, ненависть гигантских масштабов, ненависть осы или старой девы. Это были все известные виды ненависти, сплавленные в единую ненависть, которая кипела, варилась и вылилась в эликсир злых и дьявольских чувств, разогретый на огне самых пылающих горнил ада. Словом, это была ненависть высочайшей пробы. И вот в один прекрасный день упомянутый Карандас вернулся в Турень с великим богатством, которое он привез из Фландрии, где продал свои секреты механического искусства. Он купил роскошный дом на улице Святого Манфюмье, который можно увидеть и поныне, и он вызовет изумление прохожих, ибо на камнях его стены высечены весьма странные круглые горбы. Карандас, исполненный ненависти, застал множество примечательных изменений в доме своего друга-красильщика. У добряка росли двое милых детей, которые по любопытному совпадению не имели никакого сходства ни с матерью, ни с отцом. Но поскольку детям положено иметь сходство хоть с кем-то, находятся люди, которые ищут черты предков, если эти предки привлекательны, таковы уже льстецы. Вот и добрый муж обнаружил, что его мальчики похожи на одного из его дядей, бывшего священника в Нотр-Дам-де-Эле-Гриньоль. Впрочем, по мнению некоторых шутников, эти двое детей были вылитыми портретами одного симпатичного служителя с бритой макушкой, совершавшего службы в церкви Нотр-Дам-Луриш, знаменитого прихода, расположенного между Туром и Плесси. Так вот, верьте одной вещи и твердо запечатлейте ее в своем уме, и если из всей этой книги вы извлечете, почерпнете и усвоите лишь этот единственный принцип истины, считайте себя счастливым человеком, а именно, человек никогда не обходится без своего носа, то есть человек всегда останется человеком со всеми своими слабостями. Это значит, что он останется человеком и во все будущие века продолжит смеяться, пить, окажется в одной рубашке, не чувствуя себя при этом ни лучше, ни хуже, и будет предаваться тем же занятиям. Но эти предварительные мысли нужны лишь для того, чтобы получше закрепить в разуме. Эта двуногая душа всегда принимает за правду то, что льстит ее страстям, тешит ее ненависть или служит ее любовным похождениям, отсюда и проистекает вся логика. Поэтому в первый же день, когда вышеупомянутый Карандас увидел детей своего старого товарища, увидел красивого священника, увидел прекрасную жену красильщика и самого ташера, сидевших за столом, и увидел, к своему досадованию, лучший кусок миноги, поднесенный с особым видом ташереттой своему другу-священнику, механик сказал себе: «Мой старый друг, рогоносец. Его женушка крутит любовь с милым исповедником, а дети наперты его святой водой. Я покажу им, что у горбунов есть кое-что получше, чем у прочих мужчин». И это была правда, так же верно, как и то, что город Тур всегда омывает свои ноги в Луаре, словно хорошенькая девушка, которая купается и играет с водой, плескаясь и бья по волнам своими белыми ручками. Ибо этот город более улыбчивый, веселый, влюбленный, свежий, цветущий и благоухающий, чем все остальные города мира, которые недостойны даже расчесывать его кудри или застегивать его пояс. И уж будьте уверены, если вы отправитесь туда, то в самом центре найдете милое местечко, где есть восхитительная улица, по которой прогуливаются абсолютно все. Там всегда есть свежий ветерок, тень, солнце, дождь и любовь. Ха-ха. Смейтесь сколько угодно, но сгоняйте туда.
Эта улица всегда новая, всегда королевская, всегда императорская, патриотичная улица, улица с двумя дорожками, улица, открытая с обоих концов, широкая улица, да такая большая, что никто и никогда не кричал там «поберегись». Улица, которая не изнашивается, улица, ведущая к аббатству Гран-Мон и к рву, который отлично сочетается с мостом и в конце которого находится отличная ярмарочная площадь. Улица хорошо вымощенная, хорошо построенная, хорошо вымытая, чистая, как стекло, заселенная, тихая в определенные часы, кокетка в милом ночном колпачке на своих хорошеньких синих черепицах. Короче говоря, это улица, где я родился. Это королева улиц, всегда парящая между землей и небом, улица с фонтаном, улица, которой ничего не недостает, чтобы быть знаменитой среди улиц. Собственно говоря, это единственная настоящая улица Тура. Если и есть другие, то они темные, грязные, узкие и сырые, и все они с почтением приходят приветствовать эту знатную улицу, которая им повелевает. Боже, где я? Ибо попав на эту улицу, никто уже не хочет с нее уходить, до того она приятна. Но я был обязан принести эту сыновнюю дань, этот описанный гимн, спетый от самого сердца моей родной улицы, на углах которой не хватает только бравых фигур моего доброго учителя Рабле и господина Декарта, совершенно неизвестных местным жителям. Но вернемся к делу. Вышеупомянутый Карандас по возвращении из Фландрии был радушно принят своим товарищем и всеми теми, кому он нравился за свои шутки, веселый нрав и забавные замечания. Добрый горбун казался исцеленным от своей старой любви, обнимал детей, а когда остался наедине с женой красильщика, напомнил ей ночь в сундуке для белья и ночь в сточной канаве, сказав ей «ха-ха». «Ну и штучки же вы со мной выкидывали». «Вы сами во всем виноваты», — ответила она со смехом. «Если бы вы из-за своей великой любви позволили выставлять себя на смех, дурачить и одурачивать еще хотя бы несколько раз, вы вполне могли бы тронуть мое сердце, как и остальные». Услышав это, Карандас заставил себя рассмеяться, хотя в душе его бушевала лютая ярость. Взглянув на сундук, где он чуть не задохнулся, он ощутил, как его гнев вспыхнул с новой силой, ибо это прелестное создание стало еще красивее, словно те, кто вечно молод благодаря омовению в водах юности, а эти воды — ничто иное, как сам источник любви. Механик стал детально изучать все тонкости рогонышества в доме своего соседа, дабы выстроить план мести. Ведь сколько на свете домов, столько и способов промышлять этим делом. И хотя всякие любовные похождения похожи друг на друга точно так же, как люди похожи друг на друга, исследователи истинной сути вещей доказали, к женскому счастью, у каждого чувства есть свое особое лицо. И если нет ничего более схожего между собой, чем два мужчины, то нет и ничего более отличного друг от друга, чем два мужчины. Именно это все путает и одновременно объясняет тысячу женских капризов, из-за которых они ищут лучших мужчин с тысячу терзаний и тысячу наслаждений, и еще неизвестно, чего из этого больше. Да и как я могу судить их за эти пробы, перемены и противоречивые стремления? Помилуйте, сама природа постоянно выкидывает коленца, крутится и вертится, а вы хотите, чтобы женщина стояла на месте. Знаете ли вы наверняка, что лед действительно холоден? Нет. Но так вы не знаете и того, не является ли наживание рогов счастливым жребием и результатом трудов ума, куда более изощренного, чем у прочих. Ищите под небесами что-нибудь получше ветрености. Сие замечание лишь послужит укреплению философской славы этой чудаковатой книги. А да, продолжайте в том же духе. Тот, кто кричит «порошок от отравителей», ушел куда дальше тех, кто занимается исследованием природы, видя в ней лишь гордую да капризную плутовку, позволяющую разглядеть себя лишь в редкие мгновения. Понимаете ли вы это?
Вот почему во всех языках она относится к женскому роду, будучи существом изменчивым, плодовитым и богатым на уловки. Вскоре Карандас убедился, что среди всех видов рагонышества самое обдуманное и самое скрытное — это рагонышество духовное. И вот как построила свои дела жена доброго красильщика. Каждую субботу накануне воскресенья она отправлялась в свой домик в Лу-Гренадьер-ле-Сентября-Сир, оставляя доброго мужа заканчивать работу, подводить итоги, проверять книги и расплачиваться с рабочими. На следующий день Ташера присоединялся к ней и всегда заставал готовый сытный завтрак, веселую супругу и всегда приводил с собой священника. На самом же деле этот проклятый священнослужитель переправлялся через Луару еще накануне вечером на маленькой лодочке, чтобы согреть жену красильщика и разогнать ее фантазии, каковые молодые люди отлично умеют успокаивать, дабы дама могла сладко спать всю ночь. Затем этот укротитель женских фантазий поутру возвращался к себе домой, как раз к тому времени, когда Ташера приходил пригласить его провести день в Лу-Гренадьер, и рогоносец неизменно заставал священника спящим в своей постели. Лодочник получал щедрую плату, и никто ни о чем не догадывался, ибо любовник совершал свои поездки после захода солнца в субботу и ранним утром в воскресенье. Едва Карандас удостоверился в этой отлаженной системе и постоянстве любовных забав, он решил дождаться дня, когда любовники встретятся, изголодавшись друг по другу после случайного воздержания. Такая встреча состоялась очень скоро. Любопытный горбун увидел, как лодочник ждет у канала святого Антония молодого священника, красивого, белокурого, стройного и ладного, точь-точь как тот пылкий и трусливый герой любви, столь прославленный господином Ариоста. Тогда механик отправился на поиски старого красильщика, который все так же горячо любил свою жену и по-прежнему свято верил, будто он единственный мужчина, запускающий лапу в ее запасы. «Ах, добрый вечер, старый друг», — сказал Карандас красильщику Ташера, и тот ответил ему поклоном. Тогда механик выкладывает ему все подробности их тайных праздников любви, изрыгает самые ядовитые слова и подкалывает красильщика со всех сторон. Наконец, видя, что тот готов убить и свою жену, и священника, Карандас сказал ему: «Мой добрый сосед, я привез из Фландрии отравленную шпагу, которая мгновенно убивает любого, стоит надо слегка его царапнуть. Так вот, едва ты заденешь свою девку и ее любовника, они тут же испустят дух. Пойдем же скорее за ней», — воскликнул красильщик. И оба торговца в великой спешке бросились к дому горбуна, чтобы взять шпагу и помчаться за город. «Но застанем ли мы их на месте преступления?» — спросил Ташера. «Вот увидишь», — ответил горбун, насмехаясь над своим другом. И действительно, рогоносцу не пришлось долго ждать, чтобы узреть радость двух любовников. Прелестная красотка и ее возлюбленный были увлечены своей забавой и со смехом предавались любовным утехам. «Ах, мой милый!» — говорила она, обнимая его так крепко, словно хотела отпечатать его образ на своей груди. «Я так люблю тебя, что готова съесть. Да что там, я хотела бы укрыть тебя под своей кожей, чтобы ты никогда меня не покидал». «Я и сам бы этого хотел», — отвечал священник, «но раз уж ты не можешь получить меня целиком, придется брать по кусочку за раз». Именно в этот миг в комнату ворвался муж с обнаженной шпагой, нависавший над ними. Прекрасная Ташеретта, отлично знавшая вспыльчивый нрав своего супруга, сразу поняла, какая участь ждет ее возлюбленного священнослужителя. Но она мгновенно бросилась к своему доброму мужу, полуобнаженная, с распущенными волосами, прекрасная в своем стыде и еще более прекрасная в своей любви, и закричала ему: «Остановись, несчастный! Неужели ты хочешь убить отца своих детей?»
Услышав это, добрый красильщик, ошеломленный родительским величием рагонышества, а возможно, и огнем в глазах своей жены, уронил шпагу прямо на ногу горбуну, который следовал за ним по пятам и тем самым убил его на месте. Сие учит нас тому, что не следует быть мстительными и злобными.